Здравствуйте, друзья! Это у меня подголовник из автомобиля. Муж попросил меня сделать ему подушечку сюда, чтобы можно было, знаете, когда нужно передремать, отдохнуть в машине, чтобы удобно было голове. Чехлы, кстати, в машину я тоже шила сама, потому что стандартные все какие-то серые, безликие и синтетические. А это натуральная ткань. Правда, машинка моя с большим трудом ее прошила, потому как ткань изнутри прорезиненная. Но ничего, я справилась. А сегодня буду делать подушечку. Подушечку я хочу сделать съемную, чтобы ее можно было прикреплять и снимать с подголовника. Я тут немножечко уже промерила размеры. Шириной эта подушечка у меня будет составлять 18 сантиметров, а высотой 15 сантиметров. Ну, как раз четко вот середина головы вот здесь приходится. 15 сантиметров, ну, максимум 16. 16 даже можно взять. И хочу, чтобы эта подушечка была, примерно вот такой вот высоты. Поэтому боковиночки я сделаю вот такие вот. 18, давайте здесь возьмем 16. 16. Итого мне нужно будет сделать вот такие вот, значит, заготовки. 18, 16. Ну, да, почти квадрат. Нарисовался как не квадрат. Здесь 16. Я так прикинула, 6 сантиметров вполне хватит на подушечку. Так. 2 штуки. 2 штуки. Здесь, значит, мы делаем вот эти 18. Я хочу добавить, давайте возьмем по 11 сантиметров с каждой стороны на вот это полотнище. Шов будет сзади, вот здесь. Значит, 11. 11. Плюс вот этот вот размер тоже нужно сюда добавить. 6. И 6. Итого у нас здесь получается 22 плюс 12 и плюс 16. 34 и 16, итого 50 сантиметров, вот полметра. То есть вот это вот у нас будет полметра. Так, и, значит, хочу я сделать, чтобы подушечка эта была съемная, то есть отсюда такие будут идти ушки, которые будет вот здесь я сделаю липучку, чтобы вокруг обтягивалась. И здесь я тоже померила размер примерно вот так надо делать 28. 28. 28. То есть итого у нас, если мы вот здесь возьмем 16, надо делать эту полоску неровную, вот так вот, а зауживать, потому что она будет топорщиться, если сделать ее ровную, потому что, рельеф подголовника вот такой вот. Вот это вот у нас будет идти размер 16. Ну, вот здесь давайте возьмем 10. А вот этот размер у нас 28. Я вот взяла кусочек ткани, примерно так, промерила и попробовала. Если сделать ровную вот этот крепеж, то смотрите, вот тут некрасиво получается, оно топорщится, потому что рельеф у подголовника. А если ее вот сделать вот так, чуть-чуть зауженную, вот так, то более-менее сносный вид имеется. Сейчас я сделаю выкройки.
И будем экспериментировать. Шить я буду вот из такой мебельной ткани. Остался у меня кусок от перетяжки стула. Ну, и мне он сгодится. Но из всех выкроек нужно было сделать всего лишь вот такую вот штучку. Потому что остальное все прямые линии. Вот это у меня будет идти на крепление. Возьму с запасом, я там рассчитывала 28 сантиметров. Но, думаю, для того, чтобы пришить липучку, нужно будет вот здесь укрепить. Поэтому ширина получилась, конечно, чуть больше у меня. Я рассчитывала 16, да плюс, ну, в принципе, почти то, что нужно. Значит, ушки я уже вот вырежу. Разрезать это пополам. Так, это у меня крепление. Их надо будет вот так вот заузить. Ну и смотрите, как очень даже приличненько все получается. То есть оставляем по сантиметру. Здесь чуть больше. Заранее не буду обрезать. И вот здесь вот мы сантиметр оставляем на припуск. Здесь мы берем потом 10. Давайте вот так еще на припуск чуть больше сделаем. Посмотрим, что у нас с вами получится. Ну, вот такие вот ушки получились. Так, дальше. Ну и в остатках у меня еще вот такой кусок ткани размерами. О, 50 как раз. Но мне из них надо всего-навсего ведь 18, да плюс припуски 20 сантиметров. То есть придется разрезать вот так. Ну, зато из остатка сделаю вот эти вот штучки. 22, 20, 18 подушка. Плюс по сантиметру берем на припуске. Ну, вот так возьму 21 на толщину резки. Ткань сыпется, и край такой неровный получается. Так, ну и осталось мне выкроить вот эти вот штучки. Ну вот, все заготовки у меня готовы. Теперь самое главное все правильно собрать. Значит, что нам для этого нужно? Ну, наметить вот эти вот серединочки. И серединки здесь я уже наметила. Теперь у нас складываем центр к центру. Так, здесь я уже кое-где уголочечки чуть-чуть подрезала. Нам же не обязательно, чтобы у нас тут были прямые углы. Мы немножко скрасим это все дело. Так, и здесь то же самое, серединочку к серединочке. Вот так. Ну и теперь пошли по кругу.
А здесь у нас... Ага, мы должны сначала обточать вот эти края. Здесь мы вставим наше крепление. Сейчас я доведу до ума вот эти вот штучки и будем продолжать. Ну вот, я подготовила наши ушки. Я сначала прошлась оверлоком по краю. Это чтобы не делать двойные, они двойные не нужны. Прошлась оверлоком по краю и потом загнула. И должны мы это дело сделать вот так. Ну, будем надеяться, что оверлок прошьет вот эту толщину. Или машинка швейная. Посмотрим, на чем будет легче мне шить. На то мы сделаем. Так, ну и где-то, наверное, вот так я оставлю. Здесь на подгиб и на внутренний шов. Вот так. И теперь делаем здесь, с этой стороны. Эту ушки мы прикрепляем вот так. То есть они должны вот сюда вовнутрь спрятаться. Так, и что у нас с вами получается? Вот. Где-то здесь будет внутренний шов наш. Значит, мы наметим сейчас даже мелом, откуда мы начнем шить. Отсюда. И до сюда. Угу. Просто когда заправляешь уже под машинку, не очень удобно. Надо внимательно смотреть, чтобы все прошить правильно и красиво. Еще одно так. Ну что, я попробую вот это вот прошить. Посмотрим, что у меня получится. Ну вот, оверлок у меня прекрасно справился. И смотрите, что у меня в итоге получилось. То есть вот выпуклая часть подушечки. Это то, что будет задняя сторона подушки. Здесь мы скрепим потом потайным швом, а может быть даже не потайным, может быть я здесь сделаю петли, поставлю пуговицы, чтобы можно было поменять набивку. Ну, а вот эта вот штука будет крепиться вокруг подголовника. Ну, сейчас я сделаю вторую сторону и займемся примеркой. Даже интересно. Такая вот сумочка. Ну, вот я прошила и вторую сторону. Ну и смотрим, что в итоге у меня получилось. И тут будет задний шов. Ну, теперь надо примерить, наметиться, где
Вот, допустим, как поясная сумочка получилась. Здесь я специально не убирала длину. Потом сделаю вот так. Закреплю это место. И здесь сделаю липучку. Сейчас я набью эту подушечку синтепоном и посмотрим, что получается. Ну вот тут у меня как раз есть синтепон. Может быть, это не тот синтепон специально, который набивается в подушке. Но он мягенький. Если его в несколько раз сложить, как раз получается то, что мне заказывали. Вот так. И сейчас попробуем это все засунуть вот сюда. Угу. Вот такая вот прекрасная мягкая подушечка получилась. Смотрим дальше, что мы делаем. Делаем мы вот что. Нам надо вот здесь поставить липучку. Так, а что я сделала не так? А я сделала не так. Смотрите, вот этой косой стороной надо кверху. Угу. Тогда не будет топорщиться. Вот. А то... И вот что у нас с вами получается. Надо прострочить вот здесь и пришить липучку. Липучка у меня, к сожалению, только белого цвета, но так как она внутри, ее видно совсем не будет. Вот так мы ее пристрочим. И здесь точно так же, с обратно здесь. Сейчас я это быстренько сделаю. Ну вот, и осталось мне сшить вот этот вот шов. Решила я не заморачиваться с пуговицами и петельками. Сама зашила, сама всегда смогу расшить, если будет нужно. Вот, поэтому... Зашью прямо вот так вот через край. С этой стороны ничего не видно будет. Вот прямо вот так, через край. Так, ну вот и все. Моя работа закончена. Здесь пришила на машинке липучки. И сейчас будем примерять. Ну, вот так это все выглядит. Всегда есть возможность это дело снять и быстренько одеть. Так что делайте такую штучку для своих любимых водителей, для себя любимых. И
я буду рада, если кому-то это пригодится и поможет. На этом всего вам доброго, будьте здоровы, до свидания.